Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в особенное путешествие. Нам предстоит увидеть два совершенно разных места. Одно хранит трагическую память, а другое напомнит нам о том, что жизнь продолжается. Давайте начнем этот путь вместе. Перед дорогой немного прогуляемся, чтобы освежиться и подготовиться к тому, что нас ждет. Заправляем машину и готовимся к долгой дороге. Сегодня нас ждут не только приключения, но и важное размышление. Дорога уже началась. Впереди первый кофе, а за ним новое открытие. После короткого перерыва на кофе продолжаем движение. Дорога становится все интереснее, и скоро мы сделаем остановку на природе. Мы выбрали это место не случайно. Вокруг природа, свежий воздух и спокойствие. Идеальная возможность немного отдохнуть. Нас встречают неожиданные гости, две дружелюбные собаки. Кажется, они знают, где найти хорошую компанию. Позавтракав на свежем воздухе, мы снова в пути. Следующая остановка приближает нас к месту с тяжелой историей. На карте виден наш маршрут. Мы движемся к первому пункту назначения – мемориалу лагеря смерти Тростенец под Минском. Место, полное трагической истории, которое важно помнить. Мы подходим к месту, которое хранит одну из самых мрачных страниц нашей истории. Это лагерь смерти Тростенец, крупнейший на территории Беларуси и один из самых жестоких лагерей уничтожения в Европе. Созданный в 1941 году, Тростенец стал местом массового уничтожения людей. Сюда свозили узников со всей Европы – Польши, Австрии, Германии и Чехословакии. Большинство из них были евреями, но среди жертв были и советские военнопленные, партизаны, подпольщики и просто мирные жители. Сюда привозили людей в товарных вагонах, лишенных воздуха и света. Часто те, кто не погибал в пути, встречали смерть уже в лагере. Узников расстреливали, душили в газовых фургонах или сжигали живыми. В Тростенце не было времени на жизнь. Многих убивали сразу по прибытии. Одним из самых жестоких методов массового уничтожения в Тростенце были так называемые газвагены – передвижные газовые камеры. Людей загоняли в грузовики, герметично закрывали двери и на ходу в кузов пускали выхлопные газы. Жертвы умирали от удушья еще до того, как машины достигали мест массовых захоронений. Смерть наступала быстро, но мучительно. И это было лишь одним из множества способов, которыми нацисты уничтожали людей в этом лагере. В конце 1943 года, когда советские войска начали приближаться к Минску, нацисты попытались скрыть следы своих преступлений в Тростенце. По приказу высшего руководства началась операция по эксгумации и сожжению тел, чтобы уничтожить доказательства массовых убийств. Заключенных заставляли раскапывать могилы и сжигать тела в специальных печах и на кострах.
После этого самих этих узников также убивали, чтобы они не смогли дать показания. Лагерь был ликвидирован в июне 1944 года, незадолго до освобождения Минска. Несмотря на все попытки стереть следы, память о зверствах, совершенных в Тростенце, осталась в свидетельствах тех, кто чудом выжил. Перед нами фундаменты зданий, которые когда-то были частью лагеря Тростенец. От этих построек, служивших местом смерти для тысяч людей, остались лишь следы на земле. Здесь находились бараки, хозяйственные постройки и административные здания, напоминающие о страшных событиях, которые происходили на этом месте. Этот фундамент – остатки водонапорной башни, которая обеспечивала лагерь водой. Инфраструктура лагеря была создана с расчетом на долгосрочное функционирование, что подчеркивало масштабы и систематичность проводимых здесь убийств. Мы подошли к макету вышки охраны. С таких вышек нацистские солдаты наблюдали за лагерем, контролируя каждый шаг заключенных. Эти вышки были символом абсолютной власти и террора для узников, которым не было никакой надежды на спасение или побег. Мы идем по этим тропинкам, окруженные сухой травой и остатками прошлого. Каждое место здесь дышит историей, о которой невозможно говорить без боли. Тростенец оставляет глубокий след в душе. Это место, где жизнь так легко обрывалась. Размышляя о том, что мы увидели, становится ясно, насколько важна память. Мы не можем изменить прошлое, но можем сохранить его в сердцах, чтобы такие трагедии больше не повторялись. И вдруг посреди травы и руин мы встречаем желтый цветок. Невероятно, как природа находит силы расцвести даже на этой земле, пропитанной трагедией. Этот цветок словно символ жизни, которая продолжается, несмотря ни на что. Мы покидаем это место, где каждый шаг, каждый камень напоминает о трагедии, которую нельзя забыть. Здесь, в Тростенце, жизнь была отобрана у тысяч людей, и это оставляет глубокий след в душе каждого, кто посещает это место. Важно помнить и сохранять эту память для будущих поколений, чтобы подобное никогда не повторилось. Но жизнь продолжается, и наш путь ведет нас дальше, к месту, которое станет полной противоположностью тому, что мы видели здесь. Впереди нас ждет радостное и яркое продолжение – тематический парк Дукорский Майонток. Здесь мы окунемся в атмосферу веселья, отдыха и живой истории, которая подарит новые эмоции. Спасибо, что были с нами в этой сложной и важной части нашего путешествия. Если это видео тронуло вас, поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить продолжение. В следующем видео нас ждут новые открытия и впечатления. До встречи!